Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. И рада приветствовать всех новичков, а также подписчиков своего канала. Спасибо огромное за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши отзывы. Это очень приятно читать. Не забывайте подписываться, кто этого еще не сделал, да? Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Ну и, естественно, ставьте лайки. Итак, я к вам опять с ниточками Yarn Art Baby. Это стопроцентный акрил. Кто уже давно на канале, тот знает, да, я с ними работаю. Это моточек небольшой. Вот такой я уже скатала в шарик. Сегодня будут вот такие цвета. Нам производитель рекомендует брать крючок 3,5 миллиметра. Вот, мы берем 3,5 миллиметра. Ну что, приступим? Итак, давайте начнем с желтых ниточек. Так. Кто уже видел мои видео, тот знает, что я делаю небольшие узорчики, буквально ну, на 30 петелек, плюс-минус. Да? У меня есть узорчики 29 петелек, есть 57, в зависимости от толщины ниточки. Итак, сегодня будет 30 петелек, четко, ровно. Итак, зафиксировали и набираем 30 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот наш образец. Этого нам будет достаточно. Я покажу весь процесс данного узора, покажу принцип, и вы спокойно можете связать из своих ниточек, рассчитать необходимое количество пряжи для вашего изделия. А перед тем, как мы начнем с вами, я хочу сказать вам, что у меня в описании есть ссылочка на Инстаграм. Заходите туда, потому что я планирую провести прямой эфир там и с вами пообщаться, познакомиться. Угу. Итак, девчата, кто уже со мной, так скажем, просмотрел несколько узоров, то я чаще рекомендую провязать первый ряд столбиками с накидом, чтобы мы с вами не запутались, чтобы мне было удобнее вам объяснять, какую петельку, когда мы вводим крючок. Поэтому предлагаю первый ряд связать столбиками с накидом. Ничего сложного, вы уже специалисты, вы это сделаете быстро. Раз, два, три воздушные петельки и в пятую петельку от крючка. Раз, два, три, четыре, пять. Мы вводим крючок, делаем столбик с накидом, обычный столбик, раз, раз. В следующую петельку опять раз, раз. Мы когда делаем обычные столбики, мы сами не ошибаемся, мы сами четко идем по петелечкам. А когда у нас начинается узор, то тут начинается, конечно, уже путаница. Угу. И когда вы уже набьете руку с данным узором, поймете принцип, вы можете начинать уже с воздушной петельки, и ничего как бы странного, страшного не будет. Договорились? Давайте. Мы сделаем начальный ряд столбиками с накидом. Встретимся в конце ряда. Давайте. Так, смотрите, вот наша дорожка готова. 30 у нас столбиков с накидом получилось. И теперь я хочу здесь убить двух зайцев. Во-первых, я хочу показать, как поменять цвет. Кто еще не знает, мы как раз здесь и покажем. Угу. У меня сегодня такое настроение, что вот именно захотелось желто-зеленым. Вот. Это будет наш первый заяц. Смотрите, последние две петельки, да, столбика мы провязываем новой ниточкой, вводим, так, и воздушная петелька. А дальше, смотрите, я в одном из видео, подтянули желтенькую, я в одном из видео показывала. То есть мы дальше продолжаем узор новой ниточкой, там 3 воздушные петельки и так далее. А здесь у нас остается кончик. И я хочу еще раз показать, как можно, как один из вариантов, как можно в процессе вязания спрятать кончик. Видите? Вот, у нас сейчас по узору должно быть 3 воздушные петельки. И я их делаю каким образом? Вот этот кончик, я его ставила подлиннее. Я вот так вот крест-накрест делаю. Так. И за основную ниточку провязываю воздушную петельку. Раз. Дальше. Опять делаю крест-накрест. И 2. И еще раз крест-накрест. И 3. Так, а у нас здесь с вами будут столбики с двумя накидами, поэтому я делаю еще и четвертую воздушную петельку. Вот так вот запрятываю наш кончик. Понятно, да? Оп. И все, что нам не нужно, все, что осталось, мы с чистой совестью с вами можем просто-напросто тут же, либо потом отрезать. Так. Поворот. И продолжаем наш узор. Итак, 2 накида, пропускаем 2 столбика, раз, два, и в третий вяжем столбик с 2 накидами, раз,
2, но не до конца, оставляем 2 петельки на крючке. Опять 2 накида. Сюда же столбик с 2 накидами. Раз, 2 провязываем. Опять оставляем. И третий раз. 2 накида. Раз, 2. Вот у нас, когда 4 петельки на крючке, мы их вместе провязываем. Раз и зафиксировали. Понятно? Вот такой у нас получился лепесточек. Дальше 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. И 2 накида. Сюда же делаем точно такой же второй лепесточек. Ввели. Раз, 2. Оставили. 2 накида. Ввели крючок. Провязали. Раз, 2. Оставили. И третий раз. Ввели. Провязали. Раз, 2. Оставили. И теперь вместе все. Раз. Провязали. Зафиксировали. И вот у нас 2 лепесточка. И делаем третий. Опять 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. 2 накида. И сюда же точно так же. Ничего сложного. Раз, 2. Оставили. 2 накида. Сюда же. Раз, 2. Оставили. 2 накида. Сюда же. Раз, 2. Оставили. Все вместе провязали. Зафиксировали. Вот такие вот 3 лепесточка. Класс. Летний такой вариант, да? Именно цветовых оттенков. Идем дальше. Пропускаем 7 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 8 делаем точно такие же лепесточки. Вот такой вот несложный ряд. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Вместе провязали, зафиксировали. 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. И сюда же 2 накида. Раз. Столбик не до конца. 2. Столбик не до конца. 3. Столбик не до конца. Теперь их все вместе. Раз. Зафиксировали. 5 воздушных петелек. 4, 5. И последний, третий лепесточек сюда же. Раз. 2. Ниточки уберу, чтобы они не мешали. И 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Опять пропускаем 7 столбиков и в 8 вяжем точно такие же 3 листнички. Да? О, пока вязала, придумала 3 листнички. Красота. Давайте до конца ряда самостоятельно. Вы уже большие молодцы и справитесь. Встретимся в конце ряда. Так, смотрите, довязали практически до конца. И последний, получается, у нас будет столбик. У нас здесь было 4 петельки подъема. Значит, здесь сделаем в 3 петельки подъема столбик с 2 накидами. Угу. Так, полностью провязываем. Раз, 2 и 3. Что делаем дальше? Воздушная петелька, поворот. И сюда же мы провяжем столбик с накидом. Есть. Дальше мы вяжем вот в эту большую арку из 5 петелек. Мы сюда вяжем 7 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Итак, дальше 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4, 5. И перескакиваем в следующую арку. Тоже 7 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Видно, да? Вот такая вот у нас будет красота. Дальше. Вот именно там, где у нас между двумя вот этими лепесточками, мы сюда делаем просто соединительную петельку. Раз, и сразу же ее провязываем. И точно так же переходим дальше к следующему, к следующей арке. Точно так же 7 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 воздушных петелек. Раз, 2, 3, 4,
5. И переходим к следующей арке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И между столбиками, вот этими лепесточками, соединительная петелька. Понятно? И так далее до конца ряда. Вот у нас начнет формироваться вот такая вот красота. Угу. Давайте встретимся в конце ряда. Так, вот такая красота должна получиться. Что делаем дальше? Я провязала не до конца. Я показываю вам, что мы последний наш, получается, столбик будем провязывать. Вот в эти 3 петельки подъема. Помните, ниточку здесь соединяли? Даже не видно, где она, да? Так вот, вот эти вот, получается, у нас 4 петельки были подъема. Мы провязываем, вводим 4-ю петельку, крючок, вытягиваем ниточку, а провязываем уже новым цветом, потому что мы будем добавлять новый цвет. Взяли желтенькую ниточку, ну, в вашем случае может быть любая другая, или вы можете оставить такой же цвет. Сильно не тянем, чтобы не зажулькать край. Угу. Так вот, провязали последний столбик, зелененькую подтянули и приступаем дальше. Точно так же мы будем повторять ряд, как вот у нас вот зелененький был. 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Поворачиваемся. И вот в эту нашу, получается, арочку большую, которую мы делали, мы в нее делаем вот эти те самые 3 лепесточка. Понятно? 1, оставили. 2 столбик, оставили. 3 столбик, оставили. А теперь все провязываем вместе. 1, зафиксировали. Точно так же 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И точно сюда же 2 лепесточек. 1, 2, оставили. 1, 2, оставили. 1, 2. Все вместе провязали, зафиксировали. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Опять 2 накида сюда же. 1, 2, оставили. 1, 2, оставили. И 3 раз. Гляньте, ничего сложного, да? Но как получается здорово. Провязали, зафиксировали. Все. И точно так же 2 накида переходим к следующей арочке. Класс. Класс. Вот такой у нас будет дырчатый трилистник. Ну что, потом обратно возвращаетесь точно так же столбиками, да, без накидов. Не забывайте про вот эти вот 5 петелек. Вырастим наш узор, потому что он вообще не сложный, вы сами справитесь. И посмотрим, что получилось. Договорились? Встречаемся через несколько рядов. Так, девчат, смотрите, я вот провязала несколько рядочков, а конкретно, смотрите, что у нас получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Этот 9. Гляньте, какой он большой, да? У кого какие идеи, пишите в комментариях. Что это может быть? Шарфик, снудик, может быть, это палантинчик, кофточка, кардиганчик. Гляньте, супер. Так, давайте замерим. Мы набирали 30 петелек, да, что же у нас получается? У нас получается 21, представляете, сантиметров, даже еще без обвязки. А тут, если возьмем за крайнюю самую точку, да, самую высокую, 14 сантиметров, ну, с половиной даже, практически 14 с половиной. Класс. Гляньте, какой он шикарный. Смотрите. Супер. Все ровненько, все аккуратненько, необычненько. Ну, назовем, наверное, давайте его трилистником. Такой будет волшебный трилистник. И цвета прикольные, согласитесь, да? Я надеюсь, вам понравилось. Попробуйте данный узор, лайкните, прокомментируйте, напишите отзыв, да, свой. И, естественно же, подпишитесь, если вы этого еще не сделали. И нажмите на колокольчик. Ну все, до следующих видео. Пока-пока.